Джеймс Хедли Чейз. Убийство в поместье Бассетов. Было около 23 часов. Я едва перевел дух и успел зажечь вторую сигарету марки «Мартинс». Они продаются по 6 пенсов. Крепкие, но с очень приятным вкусом. Как и ожидалось, ко мне в номер настойчиво постучали. «Мистер Форд! Мистер Форд! Вы еще не спите?» – послышалось за дверью. Я мимолетно улыбнулся и пересек комнату в 3 шага. Передо мной стояли 2 констебля, одетые уморительно жарко для июльского вечера. «Как раз собирался ложиться, господа. Что случилось?» «Мистер Форд, мы бы ни в коем случае не стали вас беспокоить», неуверенно сказал тот, что стоял справа, худой и высокий. «Убийство, сэр!» сухо прервал второй, низкий и жилистый. «Инспектор Догинан, это констебль Майлз». «Все-таки инспектор!» «Убийство, господа?» – переспросил я, придав лицу полагающий обеспокоенный вид. 1,5 часа назад нас вызвали в поместье Бассетов. Убит сам глава семьи, сэр Джеймс. Его жена сообщила нам, что при большом везении мы успеем застать вас в гостинице «Соловьи», по-военному четко доложил Догинан. «И не то, чтобы мы не смогли справиться сами», Майлз беспомощно посмотрел на инспектора, «но в вашей обширной практике, детектив Форд, не раз встречались убийства», закончил тот. «К тому же вы знакомы с Бассетами лично, а это может значительно упростить дело». «Да, я как раз заходил к Джеймсу вчера утром». Я решительно тряхнул головой. «А не будем терять времени, в путь!» Втроем мы стремительно покинули Соловьи. Нас ожидал кэб. Лошади сонно моргали, пока кучер не стал с силой хлестать их поводьями. Мы помчались в поместье Бассетов. Констебль Майлз нервно дергал себя за пуговицу, инспектор Догинан тяжело смотрел куда-то перед собой. «Господа!» – вкратчиво произнес я. «Вы же понимаете, что мне нужны подробности?» «Конечно!» – прохрипел Догинан. «Нас вызвала Анна Бассет, жена покойного». «Чудесная женщина», – заметил я. По ее словам, Джеймса обнаружила Ханна Даверна, компаньонка. Он лежал, уткнувшись головой в стол. Череп раскроен, окна настежь, грязь на подоконнике. «Следы были обнаружены», – кивнул Догинан. «К окну и от него спортивные туфли 9 размера теряются у дороги. Других свежих следов вокруг дома не найдено. А значит, негодяй был один и покинул дом тем же путем, что и проник через окно». Я недоуменно поднял бровь. «Что-то пропало?» «Исчезла весьма дорогая статуэтка медведя из белого золота», подтвердил Майлз, сверившись с блокнотом. «Убийство с целью ограбления», протянул я. Догинан неопределенно взмахнул рукой. «Это вероятно», произнес он. «Статуэтка могла стать орудием убийства?» «Могла, сэр.
Судя по описанию, она имеет тяжелую мраморную подставку. Вы знаете, господа, задумчиво произнес я, сдается мне, я видел эту статуэтку вчера утром, когда навещал Джеймса. Она стояла возле лампы. Медведь, мне казался, скалился, как живой. Догинан и Майлз переглянулись. «Как только мы приехали к Бассетам, — продолжил инспектор, — мы, конечно, оцепили помещение. Ребята дежурят там, ждут вашего приезда. Без вас решили не начинать». «Благодарю, коллеги!» – слабо улыбнулся я. «Это большая честь!» «Сэр!» – твердо произнес Майлз. «Это для нас большая честь работать с вами! Вы же понимаете, о вас ходят легенды!» «Да полно вам!» – я смахнул несуществующие пылинки с плаща. «К делу! Значит, около 22 часов вы прибыли на место преступления». Догинан кивнул, важно закуривая. Приглядевшись к пачке, я понял. Это те же Мартинс, что и у меня. Я достал свои, чем заработал одобрительный взгляд инспектора. Кэп стал тонуть в клубах дыма. «Время смерти!» Я вопросительно посмотрел на Догинана. Тот перевел взгляд на Майлза, и их лица как-то одновременно сконфузились. «Скажем так, — начал Догинан, — если верить Анне Бассет, то в 20:30 она заходила проведать мужа, а затем поднялась наверх. «Компаньонка же, — подхватил Майлз, — спускалась по лестнице, когда увидела дверь кабинета хозяина дома приоткрытой, хотя Джеймс всегда закрывал ее на ключ, чтобы его не беспокоили», — кивнул я. «По вечерам он занимался делами». «Именно, примерно в 9:30 мисс Даверна обнаружила тело. Получается, что в промежутке между 8:30 и 9:30 кто находился в доме? Сам сэр Джеймс, его жена Анна, их сын Томас, его невестка Джулия. Ее я вчера не видел. Также компаньонка Ханна и Стэнли Дворецкий. Слуги, им дали выходной сегодня. Какое интересное совпадение! «Прибыли!» – закричал кучер. Мы дружно выскользнули из кэба. Поместье Бассетов поражало своей уродливой напыщенностью. Безвкусное каменное нагромождение серых блоков. «Ну как же», – подумал я, – «дом стального магната, сэра Джеймса Бассета». У тяжеленной дубовой двери нам отсулетовал полисмен. «Реджи!» – выдохнула мне в ухо немолодая уже, но еще очень красивая платиновая блондинка, стоило нам переступить порог. «Анна!» – я приобнял ее и успокаивающе похлопал по спине. «Реджи! Тут просто кошмар творится!» Ее глаза опухли от слез. «Грабитель убил Джеймса! Я сразу сказала инспектору, чтобы позвали тебя. Ты не найдешь изверга?» «Сделаю все, что в моих силах». Я оглянулся на Догина и Майлза. Те молча кивнули.
Пойдем, я отведу тебя в гостиную, а потом осмотрю кабинет Джеймса. Гостиная, ровно как и спальня супруг Бассетов, столовая и кабинет были на первом этаже. На втором располагались личные покои. Третий принадлежал слугам, а на последнем, четвертом, находились игровая и бильярдная. Мы вошли в гостиную. Здесь, как оказалось, собрались все действующие лица, за исключением разве что убитого главы семьи. Анна робко села в кресло. На диване с хмурым видом располагался Томас. Взгляд его был резким. Несмотря на нелепо надетый сюртук поверх пижамы, Том излучал решимость и собранность. Сказывался врачебный профессионализм. Полной его противоположностью была смазливая девица, сидевшая рядом. Она вцепилась Тому в рукав, рыжая грива всклочена, голова опущена, так что волосы падали на ее легкое голубое платье. Видимо, это и есть Джулия. У стены напротив стоял высокий стул. На нем полулежала женщина 40 лет, компаньонка Хама Даверна. Лицо ее было закрыто ладонями. Из-под них слышались глухие рыдания. Рядом стоял непоколебимый дворецкий Стэнли. Было заметно, что он старается выглядеть невозмутимо. Выдавали подрагивающие руки. Одна в белой перчатке, а вторая без. «Детектив Реджинальд Форд», — представился я, обращаясь скорее к Джулии. «Джулия Свонсон», — пискнула та в ответ. «Мистер Форд», — пробасил Стэнли, делая приветливый шаг навстречу. «Мама!» — резко воскликнул Томас. Анна вздрогнула. «Да, Том, зачем было привлекать Роджильда? То есть я, безусловно, рад вас видеть, мистер Форд», — сухо кивнул ко мне. «Но, сдается мне, полиция и так прекрасно разберется. Отца...» — он сглотнул. «Убил какой-то грабитель. Все из-за этой статуэтки. Какое отношение?» «Все не так просто, Томас», — оборвал я. «Сходу замечу несколько несостыковок». Дониган, крадучись, вышел из моей спины, чтобы лучше слышать. Первое. Кабинет. Дверь была открыта. Не так ли, мисс Даверна? Верно, мистер Форд. Я спускалась по лестнице, дверь приоткрыта, из щели бьет свет. Но когда ты, Анна, простилась с мужем, тот закрыл дверь на ключ? Анна пару раз удивленно моргнула. «Да», – прошептала она, – «Джеймс, известный мне как весьма аккуратный и педантичный человек, конечно, мог покинуть кабинет, а вернувшись, не запереть дверь», – продолжил я, – «но это представляется маловероятным. Дверь также мог открыть изнутри грабитель. Однако в коридоре нет его следов, а выходить из кабинета было бы с его стороны крайне опасно». Я вздохнул. Деталь номер 2. Поведение грабителя. Окно открыто. Джеймс сидит к нему спиной, и что же? Не слышит, как злоумышленник карабкается по стене? Джеймс что,
сам впускает его? И если цель злоумышленника статуэтка, то не проще ли было дождаться, когда сэр Бассет ляжет спать? А был ли это посторонний человек? Убийца? Так следы же. Я и не говорю, что вора не было, но задаюсь вопросом, является ли вор и убийца одним и тем же лицом? Естественно, фыркнул Том, нелепо даже предположить. Или это разные люди, повысил голос я. И если так, кто сообщник? Джулия вздрогнула. Но если вор и убийца разные люди, медленно произнесла она, то убийца... Верно. Среди присутствующих в этой комнате, кивнул я. Поднялся шум. Все разом заговорили. Компаньонка захрипела и стала забиваться глубже в стул. Стэнли забасил над ней, хлопая по плечу. Том вскочил и разразился гневной тирадой. Джулия что-то запричитала ему в рукав. Анна забормотала себе под нос, обхватив ручки кресла. «Господа!» Я использовал всю мощь легких. Воцарилась минутная тишина. Я бы никогда в жизни не стал кидать голословных обвинений, но есть еще кое-что. Как многие из вас знают, вчера утром я имел беседу с сэром Джеймсом. Буду честен. В эти края я приехал по его просьбе. У него были серьезные опасения. Опасение быть убитым. Все потрясенно уставились на меня. Даже Томас обратно сел на диван. Дониган досадливо хрюкнул. «Кого подозревал Джеймс Бассет?» – задал он общий вопрос. «Этого я вам пока говорить не собираюсь», – произнес я, окидывая всех цепким взглядом. «Пойдемте, инспектор, пора смотреть кабинет». «Майлз!» – гаркнул Дониган. «Остаешься за старшего!» «Вас понял, инспектор!» Мы покинули ставшую змеиным клубом гостиную. «Кого подозревал?» – прошептал Дониган, когда мы отошли на незначительное расстояние. «К сожалению, инспектор, я не знаю, но пусть убийца поволнуется. Джеймс лично сообщил мне, что его жизни грозит опасность, и попросил зайти через пару дней на обед, приглядеться к родственникам». «Наследство, полагаю», – выплюнул Дониган. Мы вошли в кабинет. На пороге я обернулся, дверь и вправду отлично просматривалась с лестницы. Кабинет встретил неуютным сквозняком. Окно было открыто настежь. Виднелись следы обуви на подоконнике. У правой стены стоял стол. За ним все так же лежало тело Джеймса. Кровь на затылке уже свернулась. Свет от настольной лампы придавал особую зловещесть. Я хищно оскалился, но быстро взял себя в руки и начал осмотр.
«Смотрите-ка, инспектор!» – воскликнул я, выуживая белую перчатку из щели между столом и стеной. «Это же Дворецкого!» – охнул он. «Как же этот Майлз не...» Я прервал его резким жестом, заметив на столе кое-что. «В чем дело, детектив?» Дониган проследил за моим взглядом. «Пепельница? Все знают, что сэр Джеймс был заядлым курильщиком». Я еще раз оглядел комнату. Дониган смотрел на меня, не отрываясь. «Что ж, инспектор, у меня все. Приступим к допросу. У нас есть перчатка, и это великолепно!» Дониган положил перчатку в карман, и мы поспешно вернулись в гостиную. Нас встретили совсем недружественные взгляды. «Сейчас по одному мы будем вызывать вас в столовую», – сухо сообщил я. «Мы зададим несколько вопросов. Начнем с вас, Стэнли». Дворецкий последовал за нами. Мы расселись. «Что вы делали в промежуток между 8:30 и 9:30?» – резко начал я. «Мистер Форд, до того, как Ханна закричала, я был в своей комнате, сэр, отдыхал. Кто-нибудь это может подтвердить?» Стэнли заметно покраснел. «Не думаю, сэр». «Где ваша вторая перчатка?» Дворецкий изумленно, как в первый раз, посмотрел на свои руки. «Убей бог, не знаю. Я, как обычно, положил их на тумбочку в коридоре перед тем, как пойти к себе. А когда все это закрутилось, только одну и нашел. Да как-то и надел по привычке». Стэнли беспомощно посмотрел на нас. «Что вы скажете на это?» Я кивнул Догинану, и тот достал другую перчатку из кармана. «Она!» – удивленно воскликнул Дворецкий. «Но где?» «В кабинете Джеймса Бассета!» – резко оборвал я. Стэнли побледнел. «Сэр, это не может так! В коридоре какого этажа находилась тумбочка? Где обычно они лежат?» «Этого, сэр, первого, послушайте, это какая-то ошибка. Я всегда любил и уважал сэра Бассета». Стэнли затрясся всем телом. «Стэн, мы все выясним, не паникуйте, возьмите себя в руки и позовите Ханну». Стэнли понуро вышел. «Не он!» – флегматично бросил я Догинану. Тот согласно кивнул. «Подстава!» В дверной проем вплыла Ханна. Разговор с ней оказался коротким. «Сэр», — сказала она, промокнув глаза платочком, «мы с мисс Бассет коротали вечер за игрой в бридж. Обеим еще не спалось. Затем я захотела пить и стала спускаться вниз. Как увидели свет из кабинета? Спасибо, мисс Даверна. Позовите миссис Бассет». Анна была убита горем, и ее мучить расспросами я хотел меньше всех. Как вел себя Джеймс? Когда-то говорила с ним перед сном. Теперь мне кажется, что он был взволнован, но я не уверен, Реджи. Затем вы с мисс Даверна отправились в игровую? Да, мы провели несколько партий в бридж. Сколько прошло времени между тем, как мисс Даверна покинула игровую и закричала?
Минута, не больше. И еще один вопрос. Попрощавшись с Джеймсом, проходя мимо тумбочки первого этажа, ты не заметила ничего странного? Я отметил краем глаза, как подобрался Дониган. Ха-ха. Анна глубоко задумалась. Все было как обычно. Пару книг для настольного чтения, перчатки Стэнли и маленькие часы. Спасибо, Анна. Позови, пожалуйста, Томаса. Анна бросила на меня полный мольбы взгляд и вышла. Она не сказала перчатка, Форд, прохрипел Дониган. Именно перчатки. В комнату быстрым шагом вошел Томас. «Покончим с этим недоразумением быстро», – выдохнул он. «Вы прямой наследник отца?» – спросил Дониган. «Нет, инспектор», – процедил Том, закуривая. «Нам с мамой достается поровну». «Похвальная осведомленность», – кивнул я. «Где вы были в промежутке с 20:30 до 21:30?» Томас смерил меня презрительным взглядом. «В постели со своей невестой. Мы спали. Рано ложимся. Думаю, она подтвердит это». «Идите», – махнул я рукой, – «и позовите Джулию». «Роджинальд, не смейте давить на нее!» Новоявленный глава рода Бассетов потушил сигарету и вышел. «Вы заметили, Дониган?» – воскликнул я. «Целых 2 занимательных момента». «О чем вы, детектив?» Я загадочно улыбнулся. В столовую скользнула Джулия. «Мисс Свонсон!» – кивнул я ей. «Где вы были, когда закричала мисс Даверна?» Я была в постели со своим женихом Томасом. Мы спали». «Вы оба спали?» – уточнил я. «Да, но я проснулась раньше. Том принимает снотворное. Когда послышались крики, я поспешила натянуть платье, а затем разбудила Тома». «Ступайте, Джулия», – бросил я ей. «Скажите всем, что через пару минут мы к вам присоединимся». Джулия с опаской посмотрела на меня, тряхнула грыжей гривой и покинула помещение. Дониган в задумчивости вертел перчатку. «Все весьма запутанно», – проговорил он. «Вы странный человек, детектив Форд. Почти ни слова о мотивах. Инспектор, вероятные мотивы я стал бы выяснять при 2-м детальном допросе, но в нем необходимости нет. Убийца выдал себя». «Что? Пойдемте, я расскажу вам интересную сказку». Мы вышли в гостиную. Странные волны витали здесь, и страх, и интерес, и горе. Я упивался этим. «Дамы и господа», я оглядел всех присутствующих, «скажу вначале, что за данность мы примем то, что убийца в этой комнате,
а его сообщник со статуэткой медведя из белого золота спешно заметает следы где-то уже очень далеко отсюда. Перед нами убийство, тщательно спланированное, иначе как бы сообщник знал, что когда и где ему изображать грабителя, не так ли? Главной ошибкой убийцы оказалась дверь кабинета Джеймса. Не закрыв ее, он захлопнул дверь в свою камеру. Давайте подумаем, кто же мог это сделать? Казалось бы, миссис Бассет и миссис Даверна мерно играют в бридж. Сэр, мисс Свонсон и ее жених Томас спят в своей постели. И только дворецкий Стэнли не имеет алиби, а именно его перчатку мы находим в кабинете убитого. «Подонок!» – заорал Том и бросился к дворецкому, но Майлз вовремя принял его в медвежье объятия. «Спокойствие!» – прикрикнул я. «Однако же вы не находите глупым надевать перчатки, снятые за полчаса до того, а затем снимать лишь одну и нелепо терять ее? Это, как точно подметил инспектор Дониган, подстава. Но если не дворецкий, то кто же? Заговор женщин против тирана или обеспечение безбедной жизни молодожен? Здесь мне помогли брошенные слова Джулии. Как вы сказали, мисс, я сначала накинула платье, а затем принялась будить Тома. Это же совсем нелогично, миссис Свонсон. Вы не накинули платье. В тот момент оно уже было на вас. Не смейте обвинять Джулию Форд. Томас безуспешно рванулся в мою сторону. Ну что вы, Том? Я не обвиняю Джулию. Я обвиняю вас. Что вы себе? Начал Том. Однажды вы не приняли снотворное и заметили, что будущая жена накидывает платье и куда-то пропадает. Вскоре вы поняли, что она вам изменяет. И с кем? С вашим же дворецким. Да-да, Стэнли, я заметил, как вы покраснели, когда я спросил, может ли кто-то подтвердить ваше алиби. Вы не выдали Джулию, но ваш румянец, ее платье и духи, от вас ими разит, выдали полностью. А вы, Том, уже давно запланировали убить отца. Причина стара как мир. Деньги. Джеймс, имея очень большое состояние, всегда был прижимист. В эту ночь вы оповестили помощника, что слуги отпущены на выходные, а может статься, что и помощник был из числа слуг. Дождавшись, когда Джулия уйдет, вы прокрались вниз. По дороге к кабинету вам на глаза попались перчатки ненавистного дворецкого. И тут вы ошиблись, взяв одну. Вы постучались к отцу и под предлогом важного разговора проникли в кабинет.
улучив момент, вы схватили статуэтку и с хирургической точностью обрушили ее на голову отца. Вы помогли пробраться сообщнику, отдали статуэтку, выкинули перчатку и поспешили покинуть кабинет, забыв закрыть за собой дверь. А дальше вы притворялись спящим, пока Джулия не принялась вас будить. Все оглушенно переводили взгляд с Томаса на меня. И знаете, что вас в итоге выдало? Дониган, помните, я уставился на пепельницу. В ней лежал окурок Мартинс. Я сразу узнал их. Мартинс курит инспектор. Курю я. И вы их курите. Том, вы курили на допросе в столовой. Что примечательно, Джеймс Бассет их никогда не курил. У меня все, господа. Томас убийственно холодно смотрел на меня. «Форд», — медленно произнес он, — «это самый идиотский лживый бред, который я когда-либо...» «О, Томас!» – зарыдала Джулия. «Прости меня, прости!» «Но как ты мог?» Она бросилась к Стэнли, и тот неловко приобнял ее. Томас оглушенно смотрел на Джулию. Дониган хлопнул меня по плечу. «Майлз, Флориш, арестуйте Томаса Бассета по обвинению в убийстве!» Тяжело охнул он. Томаса потащили из комнаты. «Джулия!» – закричал он. «Я люблю тебя!» «Это было здорово, детектив!» – произнес Дониган. Я оглядел гостиную. Женщины плакали. Анна Бассет и Ханс Даверна. Вот кого мне было действительно жаль. Спустя час я блаженно развалился в кресле своего номера в Соловьях. Я сидел в темноте и курил Мартинс. С каждой затяжкой красный огонек на пару мгновений освещал статуэтку медведя, которой я убил Джеймса Бассета. Я посмотрел на сигарету. Эти чертовки чуть не подвели меня. Какого дьявола мне вздумалось оставлять окурок у него в пепельнице? В конце концов, все обернулось лучше, чем я думал. Накануне утром мне удалось убедить Джеймса, что ему грозит опасность. И для более тщательного расследования он должен дать слугам выходной и тайно впустить меня вечером в дом. Убив его, я снял ботинки и выскользнул из кабинета. На глаза мне так, кстати, попалась перчатки. Я взял одну, решив еще больше запутать дело. Тут я услышал шаги на лестнице и поспешил убраться, забыв про чертову сигарету. К счастью, Томас тоже курил Мартинс. Всю жизнь я скрывал свою ненависть к Джеймсу Бассету. Он разорил
моего отца, бывшего партнера, и тот повесился. Годами я мечтал отомстить. Тогда, в последнее мгновение в поместье, я смотрел на ублюдка Томаса, его невесту, шлюху и полудурка Дворецкого. Мне было жаль только Анну Бассет и Ханну Даверна. Я затушил сигарету и с легким сердцем лег спать. Впереди много новых дел с настоящими преступниками.